Эту весну мы встретили в удивительном месте, где на сравнительно небольшой территории собрано все самое красивое. Здесь есть море, горы, дворцы, парки, музеи и целый океан цветов. Друзья, мы в Крыму. Мы будем путешествовать по живописному южному берегу Крыма и сделаем остановки в 3 местах – Судак, Алупка и Балаклава. Первая точка нашего маршрута – Судак. Это маленький курортный городок, который может похвастаться своей уютной набережной. А еще здесь есть экологическая тропа на мысе Алчак, по которой приятно гулять и созерцать красоту крымской природы. Это заповедное урочище, особо охраняемая природная территория. Можно подняться на саму гору, а можно двигаться вдоль моря. По пути встречаются разные растения и даже животные. Культурный прибрежный маршрут заканчивается Чертовым мостиком. Дальше тропа продолжается, но вы уже идете на свой страх и риск. Слева нависают крутые скалы, и, увы, камнепады здесь случаются. Хотя виды, конечно, выше всяких похвал. Но главная причина, по которой мы поселились в Судаке, сейчас находится за моей спиной. Красивое, мощное и абсолютно неприступное фортификационное сооружение. Эту крепость называют Генуэзской, потому что она основана выходцами из города Генуя. Примерно в XIV-XV веках они покинули родную Италию и обосновались здесь, на берегах Крыма, и построили ряд оборонительных укреплений. Помимо Судака, генуэзские крепости есть и в других городах Крыма, но это предстает туристу в наиболее презентабельном виде. Она восстановлена в облике, который был как раз в XIV-XV веках. Но на самом деле история оборонительного укрепления конкретно в этом месте гораздо глубже. Правильнее все же будет называть данную крепость Судакской, и это связано с тем, что еще задолго до прибытия выходцев из Генуи здесь уже существовало сооружение для защиты территорий за многие сотни лет. Об этом же свидетельствуют экспонаты, которые можно увидеть в музеях, расположенных на территории Судакской крепости. Предметы найдены в окрестностях и датируются самыми разными периодами. По территории крепости можно долго гулять, изучая ее многочисленные сооружения и детали. Это очень романтично. Чувствуешь себя героем какой-то средневековой сказки. И непременно на каждом шагу хочется остановиться, чтобы заснять потрясающие виды на Судак и Черное море. Стоит добавить, что крепость считалась неприступной. Со стороны моря ее защищали отвесные скалы. Также есть предположение, что со стороны суши был сделан искусственный ров. Если уж оказались в Судаке, то нужно доехать до соседнего поселка Новый Свет. Его история связана с именем вот этого человека. Это князь Лев Голицын, можно сказать, основатель крымского виноделия. Он прибыл в местечко под названием Парадис, переименованное потом уже в Новый Свет, во второй половине XIX века, чтобы развивать производство шампанских вин. Завод Новый Свет существует с тех самых пор. Он ценен тем, что здесь неизменно производят игристое именно по классической технологии шампанского. Не вдаваясь в тонкости процесса, сначала делается сухое вино, потом с добавлением сахара и дрожжей выдерживается вот так, горизонтально. Это очень длительный период, который может длиться годы. Далее наступает непродолжительный этап под названием ремуаж, который выглядит таким образом. Он для того, чтобы дрожжи осели у горлышка, чтобы потом их удалить.
Оказаться в подвалах самого князя Голицына бесценно. В этих прохладных лабиринтах творилось волшебство. Например, на Парижской выставке 1900 года шампанское Парадизио, кстати, оно производится и сегодня, и выглядит вот так, взяло гран-при. А французы и сам граф Шандон даже приняли его за свое и были весьма обескуражены, узнав, что кто-то их превзошел в искусстве, в котором, как казалось, им не может быть равных. Еще одно очень красивое и излюбленное туристами место, связанное с именем Льва Сергеевича, это тропа Голицына. По одной из версий, винодел проложил ее специально к приезду царя Николая II в 1912 году. Ну а другая версия гласит, что на самом деле тропа здесь была намного раньше. Она вела к гроту, где находился христианский храм. А Голицыну оставалось только ее облагородить. Горная тропа вырублена на склоне горы Каба-Кая. Она невероятно живописна и извивается вдоль моря, как змея, уходя то вверх, то вниз, то и дело открывая за каждым поворотом взору все новые завораживающие виды. Неудивительно, что туристы ее просто обожают. Вы проходите мимо романтичных бухт и пляжей, где можно долго слушать шепот волн. И самое главное – это удивительные лазурные морские пейзажи. Например, вот такой, или такой, или можно вот так, например. На тропе есть так называемый грот Шаляпина, в котором как раз давным-давно и располагался тот самый скальный монастырь. Здесь прекрасная акустика, проводятся концерты и поговаривают, что в свое время пел сам Шаляпин. Но это скорее легенда, которую многие опровергают. Мол, Федора Ивановича здесь вообще никогда не было. А вот что точно было, так это винотека князя Голицына. В этих каменных арках он хранил виноградное счастье, разлитое по бутылкам. Но главное украшение Голицынской тропы – великолепный мыс Капчик. Он чем-то напоминает ящерицу или дракончика, который прилег в море, чтобы освежиться в разгар жаркого дня. Ну а обратный путь в Новый Свет можно преодолеть через Можжевеловую рощу. Так будет быстрее, нет подъемов, и, скажем честно, это приятное место, наполненное причудливыми деревьями. Они как будто исполняют какой-то восточный танец. В общем, рекомендую. А последний пункт нашей программы на сегодня – это пляж у мыса Меганом. Сам мыс считают довольно мистическим местом. Говорят, что здесь и НЛО наблюдали, и духи здесь какие-то водятся, и энергетика особая. Ну, а еще на нем нет буйства растительности, и за это его называют Крымским Тунисом. Мыс Меганом – это очень красивое место, и если вы располагаете временем, то обязательно прогуляйтесь по его тропинкам в сторону маяка. Уверены, что получите массу положительных эмоций. Но мы ограничились пляжем. При виде этой кристальной воды даже в апреле возникает желание искупаться. Завидуем тем, кто окажется здесь летом. Кстати, на пляже нас ждали две новости – плохая и хорошая. Начнем с хорошей. Около мыса находится ферма мидий. Здесь ребята практически при вас достанут моллюска из моря, принесут и очень вкусно приготовят. В общем, приятного аппетита, друзья! Однако плохую новость все равно тоже озвучим. Люди, пожалуйста, никогда так не делайте. Нет ничего прекраснее природы. И те, кто ее засоряют, настоящие преступники. Друзья, мы очень надеемся, что наши ролики для вас интересны и информативны. И нам очень важно получать от вас обратную связь. Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это даст возможность алгоритмам YouTube эффективнее продвигать ролики. А мы отправляемся из Судака в Алупку. Стоит сказать, что сама по себе дорога южного берега Крыма тоже достопримечательность. Она проходит мимо нависающих горных вершин, манящего морского побережья и бескрайних виноградников. Первая остановка на нашем пути – поселок Малореченское.
Друзья, куда бы вы ни отправились путешествовать, обязательно найдется место, которое как будто бы идеально создано для ваших фотосессий. В Крыму одна из таких локаций – это Сырные скалы. Причудливые скалы ювелирно созданы за много веков морскими волнами и ветром. Но воображение здесь играет. Представляешь себя героем мультфильма про Чипа и Дейла, любителем сыра. Согласитесь, выглядит крайне аппетитно. Неудивительно, что летом здесь выстраиваются целые очереди на фотосессию. Вторая наша остановка на сегодня – это Никитский ботанический сад, который называют «зеленой сокровищницей». Здесь собрана уникальная коллекция растений. Скажем честно, мы ничего не понимаем в редких растениях, поэтому должного восторга не прочувствовали. Зато смело можем заявить, что Никитский ботанический сад – это буквально взрыв самых разных цветов. Так в апреле мы застали в основном тюльпаны, нарциссы и ирисы. На территории парка в тени деревьев, несомненно, приятно провести время, особенно жарким днем, и долго-долго бродить по лабиринту его дорожек. Среди прочих красивостей здесь есть симпатичная пальмовая аллея, заросли бамбука и множество скамеечек, на которых так и хочется посидеть подольше. Здесь деревья уходят в небо, куда-то в самую бесконечность. А некоторые как будто вышли из фильма ужасов. Но, несомненно, все как будто дышит торжеством самой жизни. Итак, мы в Алупке. Что здесь посмотреть? Разумеется, мы не могли проехать мимо одной из главных достопримечательностей Крыма, можно сказать, его визитной карточки. Это плато Ай-Петри. Оно не такое уж и высокое, чуть больше 1200 метров, но при этом очень живописное. До Ай-Петри можно доехать на машине, но наиболее интересный вариант – по канатной дороге. Она, кстати, считается одной из лучших подвесных дорог в мире и обладает самым длинным в Европе безопорным пролетом, за что внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Вагончик буквально убегает в небо, оставляя далеко позади морское побережье. Вы проплываете мимо величественных сосен, конечно же, виноградников, да, в Крыму они повсеместно. Внизу угрожающе смотрят зубцы скал, из-за деревьев они, кстати, кажутся мохнатыми. Виды по сторонам каждую минуту становятся все более и более завораживающими. И, наконец, вагончик как будто бы врезается в отвесную стену. Это такая фишечка, которая щекочет нервы пассажирам. И вот мы, наконец, на Ай-Петри, горе Святого Петра. Здесь есть и магазинчики, и кафе. А виды уму непостижимо какие. Впрочем, это не финальная точка. Запаситесь терпением, силами, обязательно питьевой водой и отправляйтесь выше к знаменитым зубьям дракона. Это займет примерно полчаса. Придется потрудиться, ведь тропа вверх не облагорожена и, мягко говоря, очень своеобразная. По пути встретите всякие чудища, довольно странные пейзажи. И вот, наконец, сама вершина. Для любителей экстрима здесь есть аттракцион – подвесные мостики над пропастью. Когда мы приехали, их только готовили к туристическому сезону. И, признаться, выглядит все это довольно страшно. Испытание для смельчаков. Ну а мы начинаем спускаться. Будьте осторожны. Камни могут быть довольно скользкими. И, кстати, имейте в виду, что на плато есть еще пещеры. Самые известные и открытые для туристов – это Ялтинская, Геофизическая и Трехглазка. Обязательно их посетите, но мы, к сожалению, не смогли этого сделать, потому что в наш приезд они оказались закрыты. Еще одна достопримечательность Алупки, буквально утопающий в зелени Воронцовский парк.
у подножия Айпетри. Здесь деревья нависают как зонтики. Много скамеечек, дорожек. И есть все, что мы любим. Котики, водопадики, гроты, интересные ландшафтные формы. Снова котики, пруд с лебедями и черепашками. Но главная жемчужина – Воронцовский дворец. Он был построен в середине XIX века для графа Михаила Воронцова. Будучи петербуржцами, мы повидали дворцов бесчисленное множество. Есть чем сравнить. И на наш взгляд этот действительно красив. По крайней мере, с внешней стороны. Так что обязательно сюда загляните. Но едем дальше, в Балаклаву. Этот город, а если уж быть точным, то район более крупного города Севастополя с красивой набережной вдоль бухт, где приятно гулять. По пути найдете много кафе и ресторанов. Но главное, на что бросается взгляд и не может оторваться, это причал с разномастными лодочками и катерами. Здесь есть рыбаки, рыбка и, само собой, главные любители рыбки. Еще обязательно загляните в кафе-музей или музей-кафе. Здесь можно не только выпить весьма вкусный кофе, но увидеть экспозицию, посвященную Крымской войне, захватившей местные земли в XIX веке. А еще имеется небольшая коллекция головных уборов – балаклав. Кстати, это название как раз пошло от имени города. Во время Крымской войны британцы захватили здешние земли, и во время зимы стали мерзнуть. Тогда-то и были ими придуманы эти оригинальные как бы шапки. Кстати, тогда же на свет появились реглан и кардиган от имени британских офицеров. Ну и пару слов о стритфуде по-балаклавски. Тадам! Здесь продают устрицы прямо на набережной, как горячую кукурузу. И да, они очень вкусные. Но что посмотреть в Балаклаве? Прежде всего, искренне рекомендуем вам отправиться на морскую прогулку. На набережной вам обязательно ее предложат местные труженики турбизнеса. Мы взяли двухчасовой круиз до мыса Айя и ни на секунду об этом не пожалели. Вы покидаете бухту, и постепенно позади остается еще одна из генуэзских крепостей – Чимбало. Она почти полностью разрушена, но все равно привлекает толпы туристов. Дальше катер уходит вдоль берега, и виды открываются все более и более волшебные. По пути вы увидите завораживающие отвесные скалы, дикие и крайне живописные пляжи, на которые хочется вернуться в другой раз с палаткой, чтобы задержаться подольше и отдохнуть душой. Иногда побережье принимает интересные очертания, например, носорога, а иногда удивляет таинственными гротами. А еще одно преимущество такой прогулки – конечно же, дельфины. Этих резвых ребят можно увидеть не только где-то на горизонте, но и вблизи. Например, они часто любят дурачиться и сопровождать катера. Сердце Балаклавы – ее бухта. Посмотрите на нее. Она узкая, довольно глубокая, защищенная от штормов и не видна со стороны моря. Это делало ее желанным объектом во все времена. Да, за это место велось бесчисленное множество сражений. Чтобы хоть немного прикоснуться к тому прошлому, мы взяли экскурсию по фортам. Таких сухопутных укреплений в окрестностях довольно много. Мы побывали на Северном, Южном и в 21-й береговой батарее. Вся эта троица построена еще в дореволюционный период, чтобы защитить подступы к бухте, но довольно быстро стала морально устаревшей.
Довольно интересно вместе с экспертом пройтись по казематам фортов. В этих лабиринтах темно, сыро, но интересно, потому что духом истории пропитан буквально каждый сантиметр. Очень быстро экскурсовод найдет для вас где-нибудь в траве оригинальную гильзу времен Второй мировой войны или остатки бутыли, из которых солдаты распивали вино больше сотни лет назад. А самая интересная деталь форта Южный – так называемая бочка смерти. По легенде, отсюда немцы сбрасывали советских военнопленных прямо в пропасть. Но на самом деле этому нет доказательств. Бочка представляет собой нависающий над обрывом наблюдательный пост. В стенах и полу есть прорези для обзора и ведения огня. Но сразу скажем, что не стоит вам сюда залезать, так как пол сегодня выглядит вот так, а сама бочка находится очень высоко. Вот так это выглядит с воды. А еще с фортов куда ни глянь открываются просто ошеломительные виды на окрестности. Дух захватывает. Но Балаклава – это не только про сильную красоту, но и про сильный страх и ужас. Вы находитесь на объекте особой важности. Соблюдайте правила безопасности. Вы находитесь на объекте особой важности. Соблюдайте правила безопасности. Угроза ядерного удара – это леденящий кошмар, охвативший мир во второй половине XX века. Опасаясь нападений со стороны США, Советский Союз строил сверхсекретные стратегические объекты с ядерным оружием. Один из них располагался в Балаклавской бухте, которая, будучи скрытой с моря, подходила для этого идеально. Сегодня здесь находится подземный музейный комплекс. Но раньше это место было секретным. Во времена Холодной войны здесь укрывали и ремонтировали подводные лодки. Объект располагается в скале, толща которой должна была защитить подлодки, оружие, ядерные боеприпасы и, конечно же, людей в случае удара. Он мог выдержать попадание ядерного заряда в 7 раз мощнее, чем бомба, сброшенная американцами на Хиросиму. Сейчас каждый объект музея вызывает смешанные чувства. Каждый в той или иной мере символизирует смерть или спасение от смерти. Здесь можно увидеть противоударные защитные ворота, шлюзовую камеру, минно-торпедную часть, хранилище снаряженных торпед и еще многое. В музее есть элемент интерактивности. И стоит настоящая субмарина, на которую, к сожалению, во время нашего визита вход был закрыт. Так что интерактивности все же хочется больше. Но в целом музей просто потрясающий. На нас он произвел очень сильное впечатление, и мы категорически рекомендуем всем там побывать. И не только в познавательных целях, а чтобы задуматься, к какой катастрофе может прийти человечество. Такие катастрофы уже случались, и о них вам напомнит самый страшный зал этого места – фотовыставка «Преступление перед человечеством». Кадры, которые вы сейчас видите на экране, пожалуй, наименее ужасающие из того, что там выставлено. Подведем итоги своего крымского путешествия. Несомненно, это место подходит для размеренного пляжного отдыха, но оно достойно большего. Иными словами, если вы оказались в Крыму, обязательно берите экскурсию или машину в аренду и ездите. Здесь удивительное за каждым поворотом, и упускать это – настоящее преступление. Подписывайтесь на наш канал, потому что мы покажем вам еще много интересного. Пишите комментарии и ставьте лайки. До скорых встреч, друзья!